Я против политики. Некрасиво с их стороны. Не уважают Россию. Испугались Россию. Национальная безопасность стоит под вопросом. Надо будет стоять у наших границ. Потому что я солдатик русский. Все боятся ответить, а я вам говорю правду. Глобальная переделка мира, которую, к сожалению, не мы начали. Абсолютно точный ответ, что их сподвигло. Россия всегда с ними дружила как бы и помогала всегда. Что будет Россия делать с ними, скорее всего, теперь? Я вообще бы их всех расстреляла. Как относитесь к тому, что Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО? Я считаю, это их дело. Мы хоть и имеем политическое влияние, но они суверенные государства и имеют на это право. Почему они приняли такое решение? Усиление авторитаризма, в том числе и в нашей стране, ну и новое противостояние Запада против Востока. Я к этому не отношусь. Почему они приняли такое решение? Нет большого ума. Поэтому? Ну а как еще? Боятся, наверное, что-то. Негативно отношусь очень. Почему? Потому что я солдатик русский. Я даже не хочу задумываться о том, что у них там, что их сподвигло или как они. Их же уже просят долго, как бы. Ну, я осведомлен, в общем, у меня личное отношение к этому. Я плохо отношусь, негативно. Может, поделитесь, почему? Вот, почему именно плохо? Да? Ну, потому что они считают себя лучше нас. Что мы, мы второсортные, ничего не понимаем. Я считаю, что наш дух даже им непонятен. Во-первых, я бывал там, на этой земле. Я как бы знаю. Ну, я не знаю, моя личная позиция, то, что я их не боюсь, короче. Не знаю, как вам ответить. Ну, это их дело. А как вы считаете, почему они такое решение приняли? Вот. Ну, кто же их знает? У них спросить. Почему? Я воздерживаюсь. Нам это неинтересно. Плохо. Почему? О, ребята, я против расширения НАТО в принципе. Как вы считаете, что сподвигло их это сделать? Если вы меня хотите спровоцировать на ответ, что спровоцировала их наша позиция, вы его не дождетесь. Я примерно ваш настрой представляю. И их спровоцировали глобальная переделка мира, которую, к сожалению, не мы начали. Как вы думаете, чем закончится глобальная переделка мира? Мы победим. Да все равно как-то. Что их сподвигло сейчас это делать? Дама, на этот вопрос вы знаете абсолютно точный ответ, что их сподвигло. Как гражданин Российской Федерации, как, наверное, некий патриот, потому что я люблю свою страну, не совсем согласен со многими моментами. Конечно, мне это не очень нравится, потому что национальная безопасность стоит под вопросом, так как это ближайшие территории к нам. Это Швеция и Финляндия, это балканские страны, они расположены к нам близко, поэтому отрицательно отношусь к этому. А как вы думаете, что сподвигло их это сделать? Ну, возможно, обеспокоенность как раз-таки своей безопасностью, хотя, наверное, честно говоря, для меня сейчас НАТО выступает, наверное, той единицей, которая не является ее идеология несравнима с тем, что она защищается, она больше нападает, но это как информационное нападение того, что сейчас все понимают, что шведы и финны, по сути, под щитом. Как вы относитесь к тому, что Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО? Мне все равно. Все равно, а как вы думаете, что их сподвигло принять такое решение? Ну, это Европа, и две европейские страны, в принципе, да. Они же никогда не были членами НАТО, и тут вот на тебе. Видимо, они стали зависимы от остальных членов НАТО настолько, что им пришлось туда вступить просто-напросто. Нет, я против политики. Ребят, пусть вступают, удачи им. Ну да. Испугались Россию. Захотели, наверное, помощи от Евросоюза, чтобы мы их не трогали ни в чем. Америка держит всю Европу за одно место. Вот и все. Они готовы самоубиться из-за этого. Отрицательно. Почему? А потому что они такие же предатели, как и все остальные. Их просто принудили, как и обычно. Все страны, всю Европу принуждают все время Америка и пользуется этим. Что же будет делать Европа дальше? Что будет Россия делать с ними, скорее всего, теперь? Их это больше должно заботить. А они уже свой выбор сделали. Теперь за Россией. А что Россия будет теперь с ними делать? Вот это, в этом вопрос. Потому что они предатели. Вообще это странно, это вообще очень плохо, конечно. Они всегда были как бы в сторонке стояли, а теперь вот такое. Но это вообще некрасиво с их стороны.
Это очень плохо. Предатели чего, кого, по отношению к кому? По отношению к России, потому что Россия всегда была, ну, дружеская, с ними дружила как бы и помогала всегда. Ну, мне так кажется, не знаю. Как вы думаете, от чего вдруг все страны перестали с Россией дружить? И вообще, что сподвигло Финляндию и Швецию принять такой шаг? Во всем виновата Америка. Это все Америка, это их планы, мне кажется. Мне так кажется, не знаю, как другие думают, но мне так кажется. Россия, в любом случае выиграет. Мы вообще вот говорили, что экономика у нас упадет, ничего подобного. Все есть, полки все полные. А в Европе что творится, вот вижу по новостям. Плохо. Почему? Потому плохо и все. А как вы думаете, что их сподвигло на такой шаг? Думать не умеют. Отрицательно. Почему? А потому что это граница она рядом наша. И НАТО там поставится. Это что? А как вы думаете, что сподвигло их на этот шаг? Да ничего, дурость сподвигла. Только дурость? Да. Что, не боятся чего? Они нас боятся, конечно. Все нас боятся. Поэтому и лезут. Каждому нужен нас кусок земли. Отрицательно. Почему? Зачем им это? А как вы думаете, что их сподвигло на такой шаг? Америка. Все? Да. Да никак, вообще против. Наши соседи их надо вообще А ликвидировать. как вы думаете, почему они вдруг так решили? Да потому что Америка всех захватывала. Как вы относитесь к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО? Ну, вы знаете, с одной стороны отрицательно, конечно, а с другой стороны, я думаю, все равно мало на что повлияет. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Сверху сказали, сделали, как это требует, и все. Они же не имеют своего мнения. А кто сверху? Точнее, за океаном. Они разве в НАТО хотят? Не знаю, это их проблемы. Как вы думаете, что сподвигло их вступить? Я политикой не занимаюсь. Вообще? Вообще. Хотят в НАТО, пусть вступают. Нет, как по барабану, куда они там пойдут. Без понятия, ничего не... Я не знаю, я не понимаю. Зачем им это? Почему? Что их сподвигло? Дураки, наверное, я не знаю. Как вы относитесь к тому, что Финляндия и Швеция решили в НАТО вступить? Ой, я никак не отношусь. Нейтрально относимся. Аналогично. А как вы считаете, что сподвигло их вот на этот шаг? Но я думаю, они опасаются чего-то. От чего? Ну, думаю, нас. Плохо. Почему? К этому. Ну, потому что они против нас. Поэтому. А что их Была в сподвигло? Финляндии была пропаганда. Я считаю, что это пропаганда натовская. Сподвигло вот. Я думаю, что да, пропаганда натовская. А вот вы в Финляндии были, понравилось ли вам? Очень понравилось. В Хельсинки была, да, очень. И жалко, что они туда идут. Я не углубляюсь в политику, мне это не интересно. Я не слежу за политикой, так как я слежу за самим собой, за историей своей страны. Наверное, без комментариев. Ну, это их право. Ну, вообще против. А почему против? Ну, потому что НАТО будет стоять у наших границ вообще. Это понятно любому школьнику. А что сподвигло их на этот шаг? Я думаю, спецоперация. Бравл Старшип, главное. Вы думаете, что их сподвигло? Но они просто не понимают, что русские всегда будут выигрывать и выиграют вообще всю войну. Они этого не понимают, и поэтому мне кажется, что только поэтому они вступили в НАТО. А вы как думаете? Потому что мы их в хоккее выигрывали много раз. Не уважают Россию. А русские лучше всех. А русские сильнее. А вы как думаете? Я не слышал вопрос. Вопрос такой, как относитесь к тому, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО, и как вы думаете, почему они вот это сделали, что их сподвигло? Я не шибко разбираюсь в политике, но я предполагаю, что это для их же безопасности, потому что поодиночке, одни они не могут противостоять России. Я вот еще хотел бы сказать, что вот русские лучше всех. Вот. Я люблю Вику. Это его девушка. Я люблю Россию. А зачем им это надо? Америка напугала их. Да это их проблемы. А как думаете, что сподвигло их вот на такой шаг? Не знаю. 300 лет жили, нейтралитет держали. Да, им делать нечего, вот они с дурой делают. Хреново. Почему? Ну, не нужно ему в НАТО вступать. И заставила Америка. Думаете, заставить? Да. Я вообще бы их всех расстреляла. Надоели уже. Выкрутасы, они никому не нужны. А им нужны вот бабки.
И все. Вы думаете, что их сподвигло? Ведь они же никогда членами НАТО и не были. А вы знаете, побутикиваться хочется. Вот как нашему Фильке, чтоб о нем говорили, так и эти. Вот. Им надо, чтобы о них говорили, иначе они их забудут. Они этого боятся. А так они нам ни Европа, ни Америка, ни нам не нужны. И все. Положительно. Почему? Да потому что каждый живет, каждый себя защищает. А как вы думаете, что сподвигло их на этот шаг? Конечно, война в Украине. Вы сами прекрасно знаете, зачем такие вопросы задаете. Спасибо, вы у нас первых за сегодня, вы не поверите, кто так ответил. Первый. Все боятся ответить, а я вам говорю правду. Все так думают, просто боятся говорить.